Одно фото, 1 секунда, и миллионы сердец мгновенно разбились. После того, как появилось это селфи, многие подумали, что все в порядке. Но был один личный момент между Тэхёном и Чингуком, который никогда не предназначался для публичного просмотра. Это был не просто слух. Это была не пустая теория. Речь шла о настоящих эмоциях, наконец-то вышедших на свет. И как только вы узнаете, что произошло на самом деле, вы никогда больше не будете смотреть на это селфи так же, как раньше. Эйар и Муай по всему миру не смогли сдержать слез из-за одного селфи. На первый взгляд оно выглядело простым и обычным. Но в выражениях Тэхёна и Чингука чувствовалось нечто иное. Фанаты уловили невысказанные эмоции за их улыбками. Время публикации фото вызвало еще больше вопросов. И вскоре по фандому поползли шепоты. Селфи камбэка появилось после долгого эмоционального периода. Для многих фанатов оно стало символом воссоединения и облегчения. Тэхён стоял рядом с Чингуком, ближе, чем обычно. Их язык тела говорил громче любых слов. Эйар и Муай мгновенно заметили эти детали. И именно они породили новые догадки. Уже через минуты изображение стало вирусным. Фанаты останавливались, увеличивали фото, изучали каждую деталь. Мягкий взгляд Чингука рядом с Тэхёном не остался незамеченным. Как и спокойная, защитная поза Тэхёна. Это не выглядело постановкой. Это было слишком личным. Вскоре начали всплывать старые видео. Моменты, где они обменивались тихими взглядами. Закулисные кадры обрели новый смысл. Фанаты стали соединять невидимые точки. Был ли этот момент спонтанным? И что произошло прямо перед селфи? Источники, близкие к группе, намекнули на эмоциональную встречу. После недель разлуки и напряженных графиков эмоции зашкаливали. Говорят, именно Тэхён первым подошел к Чингуку. Не ради камер, не ради фанатов, а ради поддержки. По словам инсайдеров, селфи сделали после долгого личного разговора. Без персонала, без менеджеров, только они вдвоем. Такие моменты у айдолов бывают редко. И обычно они остаются скрытыми. Эйар и Муай сразу почувствовали смену атмосферы. Это не было фан-сервисом. Это не было рекламой. Это выглядело настоящим. Фото несло в себе вес эмоций. Их невозможно было подделать. Фанаты начали делиться своими чувствами. Многие признались, что расплакались, не понимая почему. Другие сказали, что фото одновременно утешало и ранило. Оно напомнило обо всем, через что прошли BTS. И о том, как Тэхён и Чингук всегда находят друг друга. Несмотря ни на что. А затем появилась деталь, изменившая все. Тихий момент, замеченный кем-то рядом. Не снятый на камеру. Не сфотографированный. Просто увиденный. Момент, не предназначенный для публики. Свидетели утверждали, что Чингук опустил голову. Тэхён стоял рядом и говорил тихо. Без улыбок, без смеха. Только тишина и искренность. Момент уязвимости. Говорят, Тэхён положил руку Чингуку на плечо. Небольшой жест, но невероятно сильный. Чингук кивнул, с блеском в глазах. О чем они говорили, осталось между ними. Но эмоции остались. И селфи появилось сразу после. Эта информация мгновенно разлетелась. Эйар и Муай не переставали обсуждать ее. Кто-то чувствовал боль, кто-то – облегчение. Потому что стало ясно одно. Их связь настоящая. Речь шла не о романтических слухах, а о связи, о доверии, об общей истории, о годах взросления под давлением и о выборе поддерживать друг друга. Тэхён всегда был эмоциональным и открытым. Чингук – более тихим, часто несущим все в себе. Вместе они уравновешивают друг друга. Один говорит, другой слушает. И иногда этого достаточно. Фанаты пересмотрели интервью другими глазами. Фразы, казавшиеся обычными, обрели новый смысл. Слова о комфорте и понимании стали сильнее. Особенно зная, через что они прошли. Селфи стало чем-то большим, чем фото. Оно стало символом. Инсайдеры отметили, что момент был не случайным. Давление камбэка было огромным. Ожидания – подавляющими. Эмоции – хрупкими. Этот личный момент был необходим. Не по желанию, по потребности. Эйар и Муай благодарили Тэхёна за тихую поддержку. И Чингука
за смелость быть уязвимым. В индустрии, где требуют идеала, такие моменты редки и бесценны, даже если их видят лишь мельком. Теперь селфи несет более глубокий смысл. Не просто радость, а выживание, исцеление и невысказанные обещания, данные без слов. Фанаты стараются защитить этот момент, просят не искажать его, не превращать в сенсацию, потому что некоторые вещи заслуживают уважения, даже став публичными. А особенно тогда. Тэхён и Чингук так и не прокомментировали слухи. Им это было не нужно. Их молчание говорило само за себя. Фото все сказала. И AI поняли. Без слов. Иногда самые крепкие связи – самые тихие. Не кричащие, не объясняемые, а просто ощущаемые. Этот момент напомнил об этом. Глубоко. Этот личный момент, возможно, никогда не будет полностью раскрыт. И, возможно, так и должно быть. Некоторые вещи должны оставаться священными. Но его влияние было очевидным. Он затронул миллионы. Без единого слова. AR и Муай плакали не из-за слухов. Они плакали из-за человечности. Потому что айдолы тоже люди. Потому что дружба может быть спасением. И потому что уязвимость – это сила. Особенно на мировой сцене. Это селфи камбэка навсегда останется в истории. Как тихое напоминание, что за славой и светом скрываются настоящие эмоции, настоящие связи и настоящая поддержка. И пока фанаты ждут будущего, они хранят этот образ не как доказательство, а как утешение, напоминание, что Тэхён и Чингук не одни. Как и Ой. С течением дней селфи не исчезало из памяти. Оно оставалось в лентах, в галереях, в мыслях. Фанаты возвращались к нему поздней ночью, задаваясь вопросом, что скрыто за кадром. Иногда тишина говорит громче слов. И эта тишина была оглушительной. Даже психологи обратили внимание на этот момент, объясняя, как общий стресс усиливает связь между людьми. Особенно если они росли вместе под давлением. Тэхён и Чингук прожили параллельные жизни, связанные мечтами и жертвами. И этот момент отразил все. За кулисами камбэк был далеко не легким. Долгие репетиции, бесконечные оценки, физическое истощение и эмоциональная нагрузка. Селфи появилось после всего этого, как выдох после долгого напряжения. Фанаты заметили, что улыбка Чингука стала мягче, менее защищенной, более искренней, словно тяжесть спала с плеч. Присутствие Тэхёна успокаивало, как якорь во время шторма. AR и Муай начали делиться личными историями. О дружбе, спасшей их в трудные времена. О понимании без слов, без объяснений, без вопросов. Фото стало отражением многих жизней. Ветераны индустрии негласно признали важность момента. Они говорили о выгорании айдолов, о том, что редко показывают публике. Этот момент был одним из них. Незапланированным, настоящим. Он напомнил, почему BTS всегда ощущались иначе. Почему их связь казалась подлинной. Не созданной искусственно. Не прописанной, а сформированной испытаниями. И верностью. Выражение лица Тэхёна навсегда осталось в памяти фанатов. Не драматичным, не наигранным, а искренним. Спокойствие Чингука отражало доверие, заслуженное годами. AR и Муай начали называть это «тихим моментом». Фразой, наполненной смыслом. Потому что громкие моменты заметить легко, а тихие раскрывают правду. Это была одна из таких истин. Нежная, но сильная. Никаких официальных объяснений не последовало. Ни подтверждений, ни опровержений. И в этом не было нужды. Понимание пришло само. Без слов. Со временем фандом стал беречь этот момент иначе. Не как доказательство, не как сплетню, а как эмоциональную опору. Напоминание о том, что за сценой они поддерживают друг друга. Этот личный момент изменил восприятие камбэка. Не просто как музыку, а как стойкость, как выживание, как единство. За пределами сцены Тэхён и Чингук продолжили свой путь. Улыбаясь, выступая, оставаясь сильными. Но фанаты уже знали. Произошло нечто настоящее. И, возможно, именно поэтому AR и Муай плакали. Не от грусти,
а от узнавания. Потому что каждому нужна поддержка. Нужно быть увиденным и принятым хотя бы на мгновение. В итоге тот личный момент остался личным. Но его отклик разнесся по всему миру. Он напомнил, что связь важна, что доброта исцеляет, и что даже мировым звездам нужен комфорт. Так же, как и всем нам. Возможно, мы никогда не узнаем всего, что они сказали. Возможно, этот момент был не для нас. Но одно ясно. За камерами и на большой сцене Тэхён и Чингук поддерживали друг друга, когда мир казался слишком тяжелым. И, возможно, именно поэтому этот маленький момент может заставить миллионы ARMY плакать, даже не понимая почему. Если вы чувствуете то же самое, не забудьте подписаться, потому что здесь мы говорим не только о BTS. Нам важны истории, эмоции и люди, которые стоят за кулисами.